Армия стариков. Как Персия спасла Европу. Европа погрязла во взаимных войнах между Византией, франками и аварами и не знала, что на нее давно нацелилось копье страшного завоевателя с востока. Еще недавно бушевали гунны, затем пришли авары, пригнав с собой из болот Приднепровья славян, чуть раньше булгары и сарматы. Все они приходили с востока, несли с собой в Европу смерть, рабство и грабеж, и неужели оттуда снова зреет угроза? К сожалению, эта угроза может стоить всех предыдущих. Тюркский каганат вошел в период расцвета, и ему было мало Азии. Теперь он готов обрушить свой кулак на запад и дойти до края земель. Лишь подвиг одного полководца, остановившего этот поход, спас западный мир от тяжелейшей беды. Когда в Константинополь прибыло посольство авар, ромеи изрядно подивились им. Выглядящие как европейцы, но в восточных нарядах и с двумя косами, на конях, но закованные в железо, говорят, что сильны и непобедимы, а сами просят еды и земли. Что случилось в далеких золотых горах Алтая, где по преданиям грифы стерегут золото скифов, что оттуда ушел этот народ? И еще большим стало удивление при дворе Византии, когда следом пришли послы от какой-то далекой империи тюрков и их царя Кагана. Они были учтивы и признательны, сообщили, что кесарь совершил большую ошибку, приютив аваров, их рабов и конюхов, и должен исправить ее, во избежание больших невзгод. Ответное посольство греков было глубоко шокировано двором тюрок, напоминавшим им ставку гуннов. Кошма-ковры, люди диковинной внешности. А Каган, увидев греков, засунул себе в рот пальцы обеих рук и презрительно плюнул в их сторону. Позже он сказал, что греки владеют 10 языками, как 10 пальцев у него во рту, на каждом из которых они искусны в обмане. И что им не удастся провести Ильхана, и он уже знает, как пройти в Европу, истребить подлое племя авар и всех, кто помог им и солгал ему. По добру, по здорову убравшись в Константинополь, греки на время позабыли об угрозе Ильхана. Но не забыли тюрки. Идеологически тюрки преследовали авар, которые когда-то были их хозяевами, и по легенде заперли тюрок в горах Алтая, чтобы те добывали для них железо и золото, и ковали оружие. По скифской традиции авары ослепляли и оскопляли большую часть мужчин, чтобы лучше контролировать и управлять ими. Но однажды тюркам удалось утаить партию оружия и поднять восстание. Неожиданно аварские каратели, пришедшие наказать восставших, проиграли битву, а за ней вторую и третью. Восстание охватило все владения авар. К тюркам стекались другие данники и рабы, желая поквитаться с аварами, и их стали повсеместно истреблять. Уцелевшие авары убежали на запад и явились к ромеям в надежде найти кров и защиту, но по их следу уже шли тюрки. Преследование и добивание авар, которые достигли большого могущества в Европе и могли начать мстить, стало обоснованием похода. Кроме того, авары жили далеко на западе, и походу мешала Персия, терзаемая арабами, ромеями и внутренними смутами. Ликвидация ее помогла бы торговле шелком, за счет которой жил тюркский каганат. А также можно было бы наказать и ромеев, которые обманули вождя тюрок, когда он просил выдать ему авар. Впрочем, это мнение самого Кагана. Ромеи уже никак не могли повлиять на авар, так как те недавно нанесли им тяжелое поражение и сами теперь стали серьезной силой в Европе. 400 тысяч всадников и несчетное число пехоты выступает из пределов тюркского каганата под водительством некоего Саве и вторгаются в Хорасан. Железные всадники тюрок, точная копия аварского войска, только предпочитающие больше стрельбу из лука, чем кавалерийскую рубку. Но что необычно для степняков, у них сильная пехота, вооруженная копьями и алебардами. Она состоит из монгол и енисейских кыргызов и очень эффективна в бою. Считалось, что сила каганата держится не на стреле всадников, а на кончике копий пехоты. Одновременно арабы с юга грабят побережье, союзники тюрок-хазары бьют с севера, а на западе высаживается византийская армия. Едва ли это был единый план. Арабы скоро поворачивают назад, а греки, узнав о вторжении невиданной силы в Персию, возвращаются домой с вестями о том, что нужно укреплять стены. Хармизду, шаху Ирана, тюрки пишут повеление отремонтировать дороги и мосты.
так как они идут на запад, сквозь его земли. Вот как его увидел поэт-очевидец. Лишь 10 Хормиздовых лет пронеслись. Повсюду враги на Иран поднялись. С востока Саве ополчился на бой, несметную силу ведя за собой. 400 тысяч отважных бойцов и 1200 военных слонов. Как будто основу пронзают утки. От степи Гератской до мертвой реки. Под войском от войска не видно земли, и войска не видно в поднятой пыли. Он шаху Хормизду послание шлет: сгоняй на работу подвластный народ. Мосты и дороги повсюду чинить. Еду припаси, чтобы войско кормить. Да помни про сабли моей острие. Хочу я пройти через царство твое. Шах, тиран и крайне непопулярный в народе политик, понял, что такое войско идет не просто сквозь Иран, он разрушит его царство по ходу. Объятый ужасом, он на совете слышит о полководце Баграме, который сейчас отстранен от дел из-за возраста и строптивости, но может быть полезен в грозный час. Придворный маг возвещал, что Иран спасет человек с приметами Баграма, который в изгнании живет в Армении. Его надо вернуть и назначить час битвы, в которой Иран одержит верх. Некому в Иране было воевать, страна опустела после бесконечных войн и усобиц. А шах благодушно повелел Баграму самому найти себе армию. Государство может дать ему лишь 12 тысяч воинов, ветеранов от 40 до 50 лет. Они уже не слишком хороши в бою. Однако Баграм решил ограничиться именно ими. Хормизд ему сказал: «Как ты со столь малым войском идешь на войну с человеком, у которого есть 300 тысяч мужей?» Баграм ответил: «То войско драгоценнее того, которое у него есть». Многие из прежних полководцев считали, что с 12 тысячами человек можно победить врагов несметных и войска неисчислимые. Хитрый Баграм подослал к персам под видом перебежчика своего человека, видного вельможу, который убеждал Саве принять бой в долине Герата, где скалы и только один выход. Саве не послушал совета принять бой там от подозрительного беглеца, но пройти сквозь долину решился, а воины Баграма уже обходили его армии с фланга, чтобы зайти в тыл. Жара и пустыни вокруг сильно ослабили армию тюрок, особенно грозных слонов, и Саве, получив весть о нахождении рядом персов, попытался подкупить Баграма или договориться о мире, чтобы не биться ослабленным, но Баграм не принял его доводы. С началом битвы среди персов началась паника от вида бесчисленной армии тюрок. Лишь речь Баграма Чубина успокоила ее, но полководец оставил и заградительный отряд позади своего войска, чтобы не допустить бегства. Тюрки ударили первыми, и их конный натиск едва не привел к разгрому персов. Те с большим трудом устояли и отогнали конницу тюрок. Тогда Саве пустил в бой 1200 слонов. Но здесь в резервах персов оказалось множество опытнейших лучников, которые встретили их ураганом стрел, целясь в хоботы и глаза. Слоны, обезумев от боли, повернули назад, тысячи ревущих животных топтали и своих, и чужих, они смяли тюркские полки, среди которых началась повальная паника. А персы были уже рядом, сразу же пойдя в рукопашную. Битва превратилась в резню. Тюрки нигде не находили спасения и просто бросали оружие, пытаясь сдаться без боя. Сам Баграм метким выстрелом из лука пронзает полководца Саве. Бегущие тюрки столпились у узкого ущелья, где их настигали стрелы персов и камни с вершин от местных жителей. Давка, крики и хрипы умирающих и затоптанных наполняли долину. Никто из тюрок не остался живым. Через несколько недель Пармуда, сын Саве, который шел в арьергарде и не успел в Герат, атаковал Баграма с остатками тюркских армий, но снова каганат был разбит. Сам Пармуда был схвачен в плен и доставлен шаху, где его принудили подписать мирный договор на 20 лет и отпустили на свободу с подарками. Этот договор действительно соблюдался весь срок. Полководца Баграма скоро направят против ромеев, но там его армия будет терпеть поражение, скоро перейдет в опалу. Шах не только лишил его должности главнокомандующего, но и отправил ему в насмешку женское платье и прялку, которые, по его мнению, подходили Чубину больше, нежели одеяние воина. Баграм восстает и свергает глупого царя, однако ненадолго. Сын шаха Хасров связался с ромеями и в обмен на уступки земель
получил от них деньги и армию, чтобы свергнуть Баграма. Это удалось сделать, сторонники предали полководца, однако хитрый Баграм успел убежать к тем же тюркам, где получил приют и титул, но через несколько лет наемный убийца персов оборвал достойную жизнь. Так стерся из памяти народов великий полководец, который с армией стариков остановил грандиозный поход на Европу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.